На протяжении истории всегда находились люди, имеющие свой взгляд на ту или иную проблему, отличный от других. В авиации таких примеров было не очень много, но они все же были. Как вам, к примеру, идея сделать самолет несимметричным? Такая мысль однажды пришла в голову немецкому авиаконструктору Рихарду Фогту. В 30-е годы с приходом к власти нацистов все военные области Рейха получили бурный рост. Одной из главных областей развития была авиация. Новосозданному Люфтваффе требовалось много самолетов, разных и желательно новейших конструкций. И Рейхсминистерство авиации регулярно проводило тендеры на разработку новых моделей самолетов между ведущими предприятиями Германии. Перед началом Второй мировой и в результате опыта, полученного в гражданской войне в Испании, Германия испытывала потребность в хорошем легком разведывательном самолете. Состоящий на вооружении Хенкель Хе-46 уже морально устарел, к тому же он не обладал необходимой обзорностью. Именно обзорность из кабины стала ключевым параметром для будущего самолета. В то время уже умели делать полное остекление кабины, как, например, у среднего бомбардировщика Хенкель Хе-111. Однако у конструкторов получалось сделать такую кабину лишь на двухмоторных самолетах, когда двигатели размещались по бокам. Техзадание же требовало создания как можно более легкой конструкции, что предполагало использование одного двигателя. Изначально Министерство авиации поручило создание такого самолета фирме Arada Flugzeugwerke. Именно она начала разработку первых бипланов для Люфтваффе. Но затем техзадания разослали и в другие ведущие конструкторские бюро Фокке-Вульф, Блум & Voss и Henschel. Первыми свои наработки представили конструкторы Henschel. Еще в начале 1937 года они выдали в свет модель Henschel HS-126, опередив всех своих конкурентов, у которых даже еще расчетов толком не было. ВВС пришлось принять его на вооружение, несмотря на его значительные недостатки. Конструкция устарела еще на стадии разработки. 126-й Henschel представлял по своей сути обычный самолет-моноплан. Проблемы с обзорностью кабины так и не были решены. Первой из вторых свой вариант предложила компания Arada. Она создала модель Ар-198, самолет стандартной компоновки, но с двумя кабинами, верхней и нижней. В первой находились пилот со стрелком, а во второй наблюдатель со своим оборудованием. Из-за специфической внешности самолет прозвали летающим аквариумом. Но после создания прототипов выяснились серьезные недостатки. Во-первых, он был слишком дорог и сложен в производстве, а во-вторых, был ужасно нестабилен в полете на малых скоростях. Пилоты испытывали серьезные трудности в удержании контроля над самолетом. В итоге Arada одобрение Рейхсминистерства так и не получил. Фирмы Фокке-Вульф и Блум & Voss выдали прототипы несколько позже, однако они были гораздо проработаннее и грамотнее. Фокке-Вульф предложила небольшой и легкий двухмоторный самолет Фокке-Вульф 189. Курт Танк, являющийся главным конструктором, предложил двухбалочную схему со сдвоенной хвостовой частью. Хвостовые балки стали единым продолжением мотогондол двигателей. Такая конструкция вышла весьма прочной и позволила разместить между гондолами полностью остекленную кабину с обзором в 360 градусов. Теперь должен был последовать ответ от Рихарда Фогта и Блум & Voss. И он последовал, и весьма оригинальный. Фогт подошел к проблеме обзорности из кабины весьма радикально. Он принципиально не хотел использовать двухмоторную схему или толкающий винт. Решение данной задачи, на первый взгляд, было весьма нелепым – создать асимметричный самолет. Конструкция предполагала размещение мотогондолы, переходящей в двигатель, и бомбовых люков слева от продольной оси симметрии самолета, а кабина экипажа размещалась на таком же расстоянии справа. Первый прототип был готов в 1937 году, но компания Arada уже получила одобрение от министерства на Ар-198, и Фогт понял, что несколько опоздал. У министерства такая конструкция самолета также не вызвала симпатии. Однако Эрнст Удет, недавно назначенный шеф конструкторской секции технического департамента Германии, оказал Фогту некоторую поддержку и дал ему надежду. Блум & Voss решила продолжить разработку проекта на собственные средства.
Первый полет состоялся 25 февраля 1938 года, на 4 месяца раньше Фокке-Вульфа, и был признан весьма успешным. Кроме небольшого козления при посадке и небольшой избыточности чувствительности управления, пилоты особых претензий самолету не предъявили. В результате пришлось немного доработать хвостовое оперение, сделав его тоже несимметричным и решив проблемы с чувствительностью. После этого Имперское министерство авиации Германии все же сделало заказ на 3 опытных машины данной конструкции. Самолет получил официальное обозначение как Бломунд-Фосс-141. На машину установили 1000-сильный звездообразный двигатель Брама 323. Кстати, это было одной из немногих ошибок Фокта. Двигатель оказался маломощным и весьма ненадежным. Для сравнения, конкуренты из Фокке-Вульф заказали для своей разработки новый 12-цилиндровый двигатель Argus 410, простой, легкий и достаточно надежный. Проблемы с двигателем у Фокта начались сразу, ему явно недоставало мощности. На 3-м прототипе поставили уже другой двигатель BMW 132N, но мощности все равно не хватало. Самолет явно проигрывал в динамике конкуренту, но промышленность не могла предоставить подходящий силовой агрегат. Лишь в январе 1939 года появился двигатель, подходящий для революционного самолета Фокта, могучий BMW 801 мощностью 1539 лошадиных сил. К этому моменту было изготовлено 2 самолета БВ-141А с двигателем Брама и еще 6 BMW 132N. Новая версия самолета получила наименование БВ-141B и прекрасно показала себя на испытаниях. Было построено еще 10 асимметричных самолетов. Но проблема была в том, что к этому времени Фокке-Вульф 189 уже производился серийно, и нужда в самолете-разведчике с максимально большой площадью остекления практически отпала. Испытание вооружения самолет также провалил. Кабина, как оказалось, совершенно не приспособлена для установки пулеметов. Пороховые газы от выстрелов попадали внутрь кабины и серьезно мешали пилотам. Но шел уже 41 год. Фокке-Вульф 189 существовал уже в нескольких сотнях экземпляров, а БВ-141B все еще был в стадии опытных образцов. Проблемы с двигателем также никуда не делась, так как он изначально был предназначен для истребителей Фокке-Вульфов и постоянно был в дефиците. Плюс ко всему, война забирала много средств и был уже не до опытных проектов. Поэтому такой одиозный проект был тихо свернут и забыт. До наших дней не сохранилось ни одного из 26 изготовленных БВ-141. В 1945 году союзникам досталось 3 асимметричных творения Фокта. Остальные, вероятно, были отправлены на переплавку для нужд армии. Один из них увезли в Англию для анализа, и информация о нем оборвалась. Так и закончилась история этого удивительного самолета. Друзья, если вам понравилось, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео.